пациентки. Были периодические головные боли. Тренер посоветовала сделать МРТ шеи. Когда увидела свои снимки, испугалась. Что это похожее на опухоль в шее? В расшифровке МРТ об этом ничего не сказано. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 41 года, дата исследования 21 ноября 2023 года, область исследования шейный отдел позвоночника, шейный лордоз сглажен. Дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено. Тело позвонков в зоне сканирования дегенеративно изменены. По передним и задним краям тел позвонков визуализируются заостренные контуры. Межпозвонковые суставы гипертрофированы, суставные щели их неравномерно сужены. Структура тел позвонков с 1-7 однородна. Отмечается сужение высоты и признаки дегидратации межпозвонковых дисков, преимущественно на уровне С4-С7. В зоне сканирования спинной мозг обычных размеров, структура его однородна. Межпозвонковые диски шейного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе сзади С2, С3 не смещен сзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. С3, С4 не смещен сзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 12 мм. С4, С5 дорсальная диффузная протрузия 2 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 11 мм. С5, С6 дорсальная диффузная протрузия 2 мм с признаками компрессии переднего субарахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 10 мм. С6, С7 не смещен сзади. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передне-задний размер спинномозгового канала на этом уровне 10 мм. Заключение. МР картина дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Протрузии межпозвонковых дисков с 4-5, с 5-6. Рекомендована консультация невролога. 1 декабря 2023 года М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Данных за наличие опухоли не получено. Есть дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника, 2 небольшие протрузии дисков С, которыми имеет смысл показаться неврологу. Thank you.